Друзья, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу об одной из самых страшных войн прошлого века, точно совершенно самым страшным вооруженном конфликте 90-х. Это война в Югославии, или гражданская война в Югославии, как ее еще многие называют. Война страшная, бесчеловечная, с большим количеством жертв, с огромным количеством военных преступлений. И война во многом непонятная, потому что сведения были противоречивы в тот момент, во всяком случае, в 90-е, когда она была. И очень сложно, я просто помню, как я смотрел телевизор и не понимал, кто там за кого. Здесь хорваты, тут сербы, там сербская краина, здесь хорваты опять, тут боснийцы. Я не понимал, кто с кем воюет, и в принципе это очень сложная тема. Я недавно о ней разговаривал и понимаю, что собеседники совершенно не в курсе вообще того, что там происходило. Я не говорю слово «происходило» на самом деле, да, потому что то, что я вам сегодня расскажу, это информация из разных источников и, в общем, взгляд со стороны, безусловно. Человек, который в тот момент жил на территории распадающейся Югославии, он бы, наверное, эту картину во многом видел, может быть, по-другому, где-то присоединился к моему мнению. Но, тем не менее, я попытаюсь воссоздать ход событий вообще, как оно получилось. Ну, давайте начнем с Югославии. В 80-е годы советский житель, гражданин Советского Союза, он знал, что Югославия вообще это очень хорошая страна. Вот. И в Югославии хорошая экономика. В одном из выпусков я рассказывал вам вскользь, по-моему, на Storytel, что у Югославии была смешанная такая форма. Они вроде были из социалистического лагеря, но там были элементы капиталистического производства. Там было частное предпринимательство, там были контакты с Западной Европой. И, в общем, это такая была зажиточная страна. Съездить в Югославию для советского человека было гиперкруто. Жили они хорошо, оттуда можно было что-то привезти. Вот. И населена она была, на взгляд советского человека, югославами. Вот, да простят меня мои сербские друзья, мы ничего не понимали, что там живут сербы, хорваты, боснийцы, что люди исповедуют разную веру. Там никакой информации у меня лично не было, ну и у многих советских людей тоже. Что такое Югославия? После Первой мировой войны, в которой Германия и ее союзники потерпели сокрушительное поражение, произошел раздел Европы, и, собственно, победители получили практически все, что хотели. И вот сербы, королевство сербов, оно было на стороне победителей. И, собственно говоря, сформировалось сербское королевство, или королевство Югославии, как его позже называли, куда вошли различные балканские территории, населенные разными народами. Это сербы, это хорваты, это словенцы, это боснийцы, среди которых были боснийские мусульмане, боснийские православные и даже боснийские католики. Были черногорцы, были македонцы, и все это были албанцы. И все это было вот таким образом, значит, сшито, и получилось королевство Сербии, потом королевство Югославия. То есть изначально национальные противоречия там присутствовали серьезные. И религиозные противоречия там присутствовали серьезные. И, в общем, во время Второй мировой войны это проявилось еще жестче, потому что хорваты, например, в большинстве своем поддерживали нацистскую Германию, и партизанская война, которая была развязана, в ней участвовали сербы. И, собственно говоря, между хорватами и сербами были в тот момент тоже жесточайшие столкновения. И оканчивались они резней по этническому принципу. И все как, в общем, в таких братоубийственных войнах чаще всего и получается. Война закончилась, и к руководителем Югославии стал Иосип Броз Тито, хорватский еврей, который, вот он был очень авторитарный правитель, такой мини-Сталин. Только практически, да, говорю практически, потому что такие вещи были без массовых репрессий, без огромного количества гулагов, но тем не менее это был жесткий авторитарный руководитель. И со Сталином у него были непростые отношения, потому что в социалистическом блоке двум таким диктаторам было в одном пространстве тяжеловато усидеть, их интересы сталкивались. В конце концов, Тито железной своей рукой держит эту Югославию, которая, как я вам уже сказал, из разных состоит народов и исповедующих разные религии. Потом он умирает. И вот приходят 80-е годы. Друзья,
Сейчас для многих особенно актуален вопрос стабильной и интересной работы. Практика показывает, что с 2020 года самой стабильной работой считается работа в сфере IT. Это понятно почему. Айтишники могут работать удаленно из любой точки мира. И это один из важных факторов. Ты можешь находиться в любом городе, а клиент у тебя может находиться совершенно за 1000 километров от тебя. Навыки айтишника универсальны и востребованы. Самая востребованная работа в индустрии IT – это Data Scientist. Эти люди работают с данными в нейросетях, которые используются практически повсеместно, от голосовых помощников до космических спутников. Средняя зарплата Data Scientist в России 250-300 тысяч рублей. И только за прошлый год количество вакансий выросло на 120%. Понятно почему. Эти специалисты востребованы действительно везде. При этом обучиться этой профессии можно в любом возрасте и с любым образованием. Для хорошего старта я рекомендую пройти курс Data Scientist от Skill Factory. Обучение на 80% состоит из практики, и это очень важно. Вместе с опытными преподавателями из Яндекса, Nvidia и Ора вы изучите все самое необходимое. Удобное время и темп занятий вы выбираете сами. Можно учиться быстрее, медленнее и даже брать паузы для того, чтобы отдохнуть. Еще у вас будет ментор, который окажет вам помощь в любых вопросах и замотивирует вас пройти путь обучения до конца. Карьерный центр поможет вам составить резюме и найти работу. У Skill Factory огромное количество положительных отзывов на Гугле и других независимых ресурсах, поэтому в качестве курса вы можете быть уверены. Оставляйте заявку по ссылке в описании, и по промокоду Минаев вы получите скидку в 45%. В общем, не теряйте время и начинайте учиться прямо сейчас. В 80-х в середине мы понимаем, что начинается. В Советском Союзе начинается перестройка, социалистические лагеря, страны Варшавского договора начинают трещать по швам. Происходит череда бархатных революций, да, то есть бескровных революций. В Болгарии, в Чехословакии, в Венгрии, в Польше можно тоже ее назвать бархатной революцией, хотя там были какие-то столкновения. В общем, соцблок начинает рушиться. Чаушеску, который тоже был диктатором, но уже в Румынии, его вообще расстреливают, и там народное восстание. В общем, все это дело расползается. Но расползается, в общем-то, на моноэтнические страны. Страна румын, Румыния, страна болгар, Болгария, страна, например, Чехословакия, не страна чехословаков, это страна чехов и словаков. Она разъезжается на две части. Простите мне такую школьную лексику, но это очень важно понимать. И вот Югославия, которая в этот же момент понимает, что все, никакого советского, значит, давления больше нет на страны Варшавского договора. Все расползается, никакой, в общем, доминирующей силы нет. А давайте-ка поговорим, что происходит у нас в стране. И в тот же момент, в середине 80-х, одним из партийных лидеров Сербии становится Слободан Милошевич. О нем по-разному говорят, я не буду сейчас о его биографии долго говорить. Современники рассказывали, что он был довольно ограниченный и глупый человек, прочили ему карьеру максимум начальника железнодорожной станции. В итоге, как это всегда бывает, людей нельзя недооценивать, он стал первым секретарем, в общем, главой сербской коммунистической партии. Знаете, я всегда говорю поговорку, не важно, кто кем был, важно, кто кем стал. Вот он стал им. И, собственно говоря, он был очень хитрый аппаратчик, он был очень такой продуманный. И моментально, как только он почувствовал, что все дребезжит, он начал ставить своих ставленников в областях, в республиках Югославии. Да? Она была потому что СФРЮ, Социалистическая Федеративная Республика Югославии. Вот в каждой, значит, в каждой республике, в Хорватии, в Боснии и Герцеговине, в Черногории и Македонии он начал выдвигать своих партийных лидеров. И тут же пошла история о том, что, в общем, сербы — это великая нация. Когда-то, благодаря сербам, скинули с Балкан турецкая ига, знаменитая битва на Косовом поле. И мы должны быть достойны памяти своих предков. Это наша земля. И, в общем, сербы — это титульная нация, которая должна наследовать Югославии. И, в общем, значит, всю эту страну скрепить. И у него на первых порах это получалось, но недолго, потому что в начале 90-х годов, а именно в 90-м, такой же достаточно авторитарный человек, Фради Туджман, возглавил Хорватию.
который сказал: подождите секундочку, историческое наследие? Так это мы и есть историческое наследие. Значит, объявляю этнонациональное возрождение на базе хорватской нации. Хорватия должна быть свободной, мы ни в какую Югославию больше быть не хотим, мы хотим быть государством хорват. В Конституции Республики Хорватия было записано, что, значит, там две учредительных нации: нации сербов и нации хорватов, потому что на территории хорватов проживают и хорваты, и сербы. Это все быстро переделывается, и сербы по новой конституции с учредительной нацией объявляются национальным меньшинством. Что делают оставшиеся сербы в Хорватии? Они говорят: не, подождите, мы меньшинством быть не хотим. И они в месте своего компактного проживания объявляют республику Сербская Краина, которая к основной территории Сербии стремится присоединиться. Эта машина особенная. Водитель – это проводник. Единственный способ пройти испытание – это перевести нужное количество пассажиров. Следующий момент – это 91 год. Национальные референдумы в Хорватии и в Словении. Вот она, Словения – это еще одна республика Югославии. И на референдумах что постановили? Хотим жить отдельно. Соответственно, отделение Хорватии и отделение Словении. Что делает Милошевич? Он видит, что страна начинает расползаться. И это надо каким-то образом остановить. Как это можно остановить? Только силой. Давайте посмотрим, как сила, то есть армия и военизированные подразделения были устроены в Федеративной Республике Югославия. Была армия, которая подчинялась, соответственно, верховному главнокомандующему. Значит, это армия, в которой со всей страны служили все представители разных национальностей. Армия была расквартирована в своих казармах. Ну, что я вам рассказываю, как в любой стране. Второй момент. Это силы территориальной обороны, знакомое слово, да? Вот в каждой республике были образованы силы территориальной обороны, которые подчинялись уже не федеральному центру, а непосредственно республике. Зачем эти люди были созданы? Страна очень круто воевала во время Второй мировой войны с точки зрения партизанщины. Это было очень эффективно. В разные годы Югославия боялась разного вторжения. Сначала стран НАТО, а потом Советского Союза, который вводил войска в Прагу, вводил войска в Будапешт, а что он Белград в какой-то момент не введет. И вот эта тероборона, она сидела, и в случае войны она вооружалась, кто в горы уходил, кто в леса, кто занимался, значит, диверсионной деятельностью. В общем, эти люди были готовы. И полиция, которая, как в любом государстве, есть. Соответственно, что начинается? Милошевич говорит, что ну нет, что значит вы взяли тут и хотите отделиться. Это надо выносить на суд всей Югославии, общесоюзный референдум. Ну, ему, естественно, говорят: Слоба, это, конечно, все хорошо, но мы будем, значит, тут сами как-то управляться. А Слободан Милошевич говорит: ну, тогда Словению надо как-то обуздать, что они куда полезли. Ты обратите внимание, да, Словения, и практически в это же время Македония тоже заявляет о своей независимости. Обе страны, они разнесены по разные части Югославии, имеют общую границу с западными странами, да, то есть с западными и, соответственно, с восточными. То есть, если что, у них там за спиной не Югославия, а у них за спиной другая страна. В Македонии удалось отделиться бескровно. И на Македонии мы пока поставим паузу и положим ее на верхнюю полку, а достанем практически в конце передачи. Крови там тоже будет достаточно. Словении повезло больше всех. Начинается война, Милошевич туда отправляет югославскую армию. Ну, то есть, как отправляет? Там казармы есть, и они говорят: да, мы, значит, должны взять под контроль там почту, телефон, телеграф, ну, что обычно берут, телевидение местное, и, значит, не допустить сепаратизма. Ну, понятно, что в частях югославской армии служат словенцы, и у них свои, значит, территориальные батальоны обороны есть. Они быстренько разоружают казармы, и, собственно говоря, в конце, в 26-27 числах июня 1991 года начинается война, начинаются первые столкновения между Словенией и югославской армией, и это все очень быстро заканчивается. Там, по-моему, всего 36 было погибших. 4 июля остатки армии Югославии покидают территорию Словении. Все, на этом точка. Словения – независимое государство. Параллельно процесс дезинтеграции страны набирает оборот. Уже никого не остановить. Хорваты, обращая внимание на то, что происходит в Словении, начинают моментально захватывать гарнизоны югославской армии и сербские гарнизоны, где преимущество были сербы.
Вообще отношения между сербами и хорватами, я это знаю не понаслышке, они были в социалистической Югославии, даже несмотря на жесткий контроль спецслужб и авторитаризм Тита, были достаточно кровожадные. Например, есть две команды футбольные сербские, это Црвена Звезда и Партизан. Соответственно, у хорватов были два лидера футбола, это Хайдук и Динамо. На каждом дерби было Рубилово. Просто в кровь выносили людей фанатские группировки по национальной принадлежности, ну и по спортивному фанатизму. То есть это все было совершенно не просто так. Все эти угли, они тлели. И тут на них, значит, подули. Соответственно, хорваты захватывают сербские гарнизоны и получают 500 единиц бронетехники. Техника там в основном советская, в том числе 200 танков и 800 орудий. Все, армия вооружена. Значит, сербы, которых на территории Хорватии, как я вам уже сказал, проживает там около 600 тысяч, они говорят, а у нас теперь сербская краина, все, мы будем тоже независимы, и потом будем присоединяться к основной территории, к своей, значит, метрополии, к Сербии. И, в общем, начинается война. Война жестокая, потому что у югославской армии самолеты, у хорватов там тоже какие-то самолеты есть. Но самое главное, что это все не в воздухе происходит, а происходит на полях сражений. Обратите внимание на риторику, с которой начинается война. Милошевич обвиняет хорватские власти в сепаратизме. Хорватские власти обвиняют Милошевича в великосербском империализме. Понимаете, да, риторика очень знакомая. Ну, какая Сербия, откуда у нее там великосербский империализм? Ну, безусловно, они давлели, Милошевич давлел к тому, чтобы сохранить эти территории в составе Югославии, который Сербия, по его мнению, наследовала. Значит, всех надо было сохранить. В общем, начинается жесточайшая война, которая была усугублена тем, что это вчерашние соседи. Вот сербская краина, вот остальная территория Хорватии, эти люди дружили. Кто-то, может, не дружил, но они друг друга знали. Они начинают друг друга валить натурально. Вуковар, один из хорватских городов, и Загреб, это столица. Загреб просто бомбят сербская авиация. Вуковар называют хорватским Сталинградом, потому что там жесточайшая осада была. И, конечно, потери не такие, как в Сталинграде, где по 1,5 миллиона человек с каждой стороны было потеряно. Но, тем не менее, для небольшой Югославии это были достаточно серьезные жертвы. В общем, сербы бомбят хорватские города. Хорваты совершенно не мальчики-отличники. Они в ответ долбят сербскую краину. В общем, сопротивляются. И эта война происходит, набирает обороты. Весной 1992 года выходит резолюция Совбеза ООН. И, собственно говоря, к этому моменту, тоже это важно понимать, Словению независимую и Хорватию Совбез, ООН признали как независимые государства. Естественно, Белград не признал их независимыми государствами. И вот выходит резолюция о том, что эту войну надо остановить. И в Хорватию впервые входят голубые каски, то есть миротворцы. Они занимают территорию Хорватии, они пытаются выстроиться на линии огня, чтобы разделить сербов и хорватов. Соответственно, югославская армия, ну, будем считать сербская, отходит на территорию сербской краины. И, собственно говоря, происходит перемирие, происходит обмен пленными. И вот в 1992 году, собственно говоря, война угасает. В 1995 году война продолжается. Несмотря на резолюцию Совбеза безопасности, несмотря на миротворцев, хорваты начинают действовать на побережье Адриатики. Это две операции: Мидакский карман и Масленица. Обе операции сопровождаются жесточайшими этническими чистками по отношению к сербскому населению. А хорваты, как они сами говорят, мстят за Дубровник. Вам известен город Дубровник, вот как он выглядит. Это такой центр туризма был в Югославии, сейчас он центр туризма. И, собственно говоря, в нем снимались, например, «Игры престолов», всем известные сцены. Вот этот город во время начала войны сербы бомбят, сербы пытаются его блокировать, штурмовать. И, собственно говоря, вот в ответ типа на Дубровник они, значит, хорваты начинают в 1995 году, вопреки всему, военные действия. Я уже сказал, что по отношению к сербскому населению начались тут же этнические чистки. Давайте сразу расшифруем. Этнические чистки, как и любой дипломатический новояз, звучит очень так вот, ну, чистки, какие-то чистки. Что это такое? Это значит убийство мирных жителей, грабежи, насилие детей, стариков, женщин. Это самое настоящее военное преступление. Вот они начинаются. И тогда же возникает трибунал ООН.
к которому мы в конце программы еще вернемся, Трибунал ООН по расследованию военных преступлений Югославской войны. Начинается вот он, собственно, с действий хорват. Дальше происходит следующее. Совбез ООН вводит санкции против Хорватии именно за этнические чистки. И грозится уже, что вот эти миротворцы, которые там стоят в Хорватии, они, значит, сейчас повернут свои ружья против хорватов. Осенью 1995 года происходит мирное соглашение между Хорватией и Сербии. Вот таким образом хорватская война заканчивается. Это была первая война. Здесь давайте такую галочку поставим, потому что я вас перебросил во времени. Да? В 1992 году первое перемирие между Сербией и Хорватией. В 1995 возобновляются боевые действия и там же заканчиваются. Между этим 3 года. Давайте вернемся опять в 1992 год. Когда первое перемирие между сербами и хорватами подписалось, возникла вторая война. Вторая война, которая была еще более страшной и бесчеловечной, чем сербо-хорватская. Это война в Боснии и Герцеговине. Что такое Босния и Герцеговина? Значит, вот как на карте она выглядит. Кто там проживает? 44% населения, это очень много, это мусульмане, среди которых есть и сербы в том числе. И для этих сербов, которые живут на территории Боснии и Герцеговины, важнее не национальность, а религия. То есть вот 44% мусульман зафиксировали. 32% православных сербов. И, соответственно, 24% хорватов. Вот такой, значит, представьте себе диаграмму. Собственно говоря, идея была какая? Югославия развалилась, первая война, Словения отделилась, Македония отделилась, первая сербо-хорватская война закончилась. Давайте-ка разделим Боснию и Герцеговину между хорватами и сербами, между двумя самыми большими странами на постюгославском пространстве. Собственно говоря, не тут же так не получается. Нельзя все взять и разделить, это не пирог. И в феврале 1992 года происходит референдум, по которому мусульманское население и хорватское население Боснии и Герцеговины выступают за независимость. Мы будем независимым государством. Сербы, проживающие на этой территории, референдум не признают. И это первая полено в костер этой войны. В апреле 1992 года появляются на сцене Соединенные Штаты Америки и Евросоюз, которые признают независимость Боснии и Герцеговины. И ее президентом, во главе с президентом Алией Изетбеговичем. Его никто не выбирал, никаких выборов не было, он был просто лидером Боснии и Герцеговины. Американцы и ЕС сказали: да, мы вас признаем, вот ваш президент. Сербы, православные, которые проживают на территории Боснии и Герцеговины, объединяются в Республику Сербскую. То есть посмотрите, что у нас получается. Да? Про Словению с Македонией поговорили, забыли. Хорватия. Внутри нее сербская краина, Босния и Герцеговина, внутри которой Республика Сербская, и сама Сербия. Вот они, значит, эти два куска стремятся к матери Сербии. Противоречия начинают выплескиваться на улице. Война начинается с бытового инцидента, ну, простите мне такую лексику, конечно, он никакой не бытовой. В Сараево, в столице Боснии и Герцеговины, свадьба, сербская свадьба, и в этот же момент проезжает или проходит, я не знаю, как там было, группа во главе с преступным авторитетом, которого зовут Рамис Делевич, и он был, ну, просто натуральный бандит. У него была бандитская группировка, и он будет дальше славен бесчинствами и похищением людей, и контрабандой, и чуть ли не торговлю органами ему припишут, хотя торговать будут уже потом, чуть позже, в другой войне. Но, тем не менее, чтобы быстро судьбу этого преступного персонажа закрыть, значит, вот у него бандформирование, а погибнет он гораздо позже. Его тоже убьют в Сараево, в подъезде собственного дома в результате преступных разборок после войны. В общем, идут эти бандиты. И идет сербская свадьба. То ли они увидели югославский флаг или сербский флаг, то ли какие-то выкрики. В общем, сейчас уже не разберешься. И, собственно говоря, эти бандиты открывают стрельбу и убивают жениха. И в этот момент начинается совершенно жесткое противостояние в городе. Югославская армия, да, по сути сербская, она пытается как-то разрулить этот конфликт, но в городе возникают баррикады. С одной стороны сербские, с другой стороны боснийских мусульман. И 2-3 мая 1992 года боснийские мусульмане начинают атаку на казармы югославской армии, которая
расквартирована в Сараево. И, собственно говоря, с этого момента начинается война, в которой участвуют проживающие на территории Боснии и Герцеговины православные сербы, и в которую, естественно, втягивается Югославия, то есть то, что от нее осталось, это Сербия. Как я вам уже сказал, лидер Югославии, то есть лидер Сербии, по сути, это Слободан Милошевич, а в Республике Сербской, то есть сербы, которые проживают на территории Боснии и Герцеговины, появляется другой лидер, это Радован Караджич, который будет осужден Гаагским трибуналом и вообще станет одним из кровожадных лидеров этой войны. В общем, сербы начинают атаку на Сараево, на столицу Боснии и Герцеговины, внутри которой боснийские мусульмане. Это один из самых известных эпизодов войны в Боснии. Во-первых, он был очень хорошо освещен в СМИ. Во-вторых, понятно, что он вошел позже в культурную повестку. Возможно, вы что-то об этом слышали. Есть группа YouTube, у нее есть лидер Боно. Если где-то происходит какая-то война, голод или какие-то, значит, ужасные вещи, Боно всегда там с гуманитарной миссией. Вы должны будете знать, что Боно никогда не пройдет мимо, и за это его постоянно шпыняли, что это типа его лицемерное желание попиариться. Но мы не будем сейчас останавливаться на лидере группы YouTube, но заметим, что в осажденном Сараево, а осада Сараева сербской армии продолжается 4 года. Был снят известный документальный фильм «Мисс Сараево» о конкурсе красоты, который в осажденном городе Сараево происходил. Вот это знаменитая фотография, когда стоят боснийки, модели в купальниках, растянув плакат «Don't let them kill us», не позволяйте им убивать нас. И была выпущена пластинка, был выпущен диск «Звезды в поддержку Сараева». И один из самых известных хитов этого альбома «Мисс Сараево», который спел Боно и Лучано Паваротти. Это потрясающая песня. Если вы ее не послушали, послушайте ее в данный момент. Продолжается эта история 4 года. Сараево обстреливают сербы. Боснийские мусульмане делают в ответ вылазки. И, собственно говоря, война идет на уничтожение. Люди друг друга совершенно не щадят. Первым эпизодом этнических чисток, давайте называть их в дипломатическом русле, была резня в Пафариче, которую устроили боснийские мусульмане. Они сожгли приблизительно 500 домов и 200 человек просто вырезали. Вот во время одних из вылазок, во время атак на югославскую армию, они зачищали сербское население. Зачищали со всей жестью, с изнасилованиями, ограблениями, изгнаниями с территории и убийствами. Да, это совершенно понятно, людей расстреливали в подвалах и были случаи пыток. То есть война в тот момент, все думали, что вот фашистская Германия, которую в 1945 году разбили, уже больше такого не будет. И вот здесь началась эта жесточайшая резня. А что делают хорваты, которые к этому моменту закончили войну с Сербией? Они помогают боснийцам. Они помогают боснийцам, они помогают им вооружением, и, естественно, сербы об этом знают. И, собственно говоря, боснийские мусульмане и хорваты, они союзники. Но союзники, мы не забываем, да, что Боснию и Герцеговину хотели распилить между Сербией и Хорватией, а эти все хотели сами по себе жить. Вот 3 июля хорваты провозглашают в Боснии и Герцеговине республику, которая называется Герцег-Боска. Республика, которая, значит, будет независимой, ну, понятно, что будет тяготеть к Хорватии. Мусульмане воспринимают это как предательство и удар в спину. И хорваты, естественно, вводят туда свои войска. ООН и европейское сообщество воспринимает это как нарушение конвенций, которые хорваты подписали. И хорваты довольно быстро войска из Боснии и Герцеговины выводят. Таким образом, Хорватия из конфликта уходит. Дальше инициатива боевых действий переходит к сербам. Они безуспешно пытаются взять Сараево, они окапываются на господствующих высотах и пытаются, значит, бомбить город из минометов, из пушек. И, собственно говоря, в этот же момент в Сараево, в общем, начинается огромная гуманитарная катастрофа. Как я вам уже сказал, там здесь боснийские мусульмане, в городе все еще проживают сербы, кто не успел убежать. Их грабят, их убивают, женщин насилуют, в квартиры залезают и присваивают себе. И, собственно говоря, вообще ни одно, даже известное имя никого не останавливает в этот момент в городе.
Сараево, у Эмира Кустурицы квартиру забирают, туда вселяются боевики. И я вам уже сказал, что война с бандитов началась, и она бандитами, в общем, и продолжается. Бандформирование вместе с частями, будем говорить, регулярной боснийской армии, бандформирование вместе с ними сражаются, но у них другие интересы, конечно, пограбить, организовать контрабанду, вывоз людей за деньги и так далее. Ну, чем бандиты занимаются на войне? Кому война, кому мать родная. Столкновение жесточайшее, да, еще и почему? Боснийские мусульмане и сербские православные. Национальный признак и религиозный мотив. Все, это, ну, как бы, это просто два взрывоопасных компонента. Если вы знаете, что на войне сталкиваются национальные и религиозные интересы, все, жди резни. О первой резне я вам рассказал. Сербы совершенно также не гнушаются этническими чистками. Говоря о ситуации в Сараево, начинается гуманитарная катастрофа, то есть голод, проще говоря. Европейское сообщество начинает попытку переброски гуманитарных грузов. И действительно в Сараево доставляются гуманитарные грузы, есть тоннель, который блокированный Сараево соединяет с Большой землей, по нему выводят стариков, женщин, детей, посылают медикаменты, но основной мост воздушный. Сербы понимают, что вместе с медикаментами и продовольствием в осажденное Сараево доставляют оружие. Доставляют оружие для боснийских мусульман. Вообще, одна из главных идиом этой войны следующая, во всяком случае, со стороны Сербии. Мы, сербы, мы считали, что все сербские территории должны быть объединены. Нам в этом помешали. Запад увидел, что мы усиливаемся, Запад и НАТО, и поэтому они нас в конце начали бомбить, и в итоге раздербанили всю Югославию, что вместо большого одного государства было много-много мелких. Это вот такой, собственно, один из посылов этой войны. Сербы узнают о том, что происходит, и в 1992 году сербы сбивают итальянский транспортный самолет. Там 2 или 4 пилота, они погибают. Страны НАТО и ЕС объявляют Боснию и Герцеговину бесполетной зоной. То есть любой самолет, который без мандата вторгнется в воздушное пространство, будет сбит. В 1993 году начинаются переговоры, но стороны не доверяют друг другу совершенно никак. Переговоры трехсторонние. С одной стороны Караджич, это, собственно говоря, человек, который представляет сербов, проживающих в Боснии. С другой стороны Изетбегович, который боснийцев представляет. С третьей стороны Бобан, который представляет хорватов. Все происходит при американском посредничестве. Стороны не договариваются. Настолько сильны противоречия, настолько уже много убитых, друзей, знакомых, изнасилованных женщин, убитых детей, что никто никому ничего не прощает. Сербские части при поддержке югославской армии войну эту продолжают. И в 1994 году происходит одно из самых ужасных преступлений этой войны. Это резня в Сребренице, которую устроили части югославской армии, да, в которых обвинили и в которую устроили сербы. И история еще характерна тем, что в регионе действуют миротворцы. И вот в этой Сребренице, это подступы к Сараево, стоит голландский гарнизон. Когда туда входят части сербов, и население в ужасе бежит на территорию голландцев, голландский комендант, глава части миротворцев, он их туда не пускает. И люди бегают по улицам, их хватают сербы, женщин и детей выпускают, а все боеспособное население или население призывного возраста задерживают и сажают в концлагеря. Вообще концлагеря на этой войне возникнут еще не раз. Они будут у боснийских мусульман, они будут у сербов, они будут у хорватов. В каждом лагере следы чудовищных пыток, издевательств, унижения, насилия, людей морили голодом. В общем, это все, что было в фашистских концлагерях, происходило и там. И в сербских концлагерях, и в боснийских концлагерях. Люди вели войну на этническое уничтожение друг друга. И вот, собственно говоря, голландцев за то, что они не пустили на территорию своего гарнизона беженцев, потом будут очень долго обвинять. И голландское правительство в тот момент даже уйдет в отставку. Но глава этой части, он скажет: у меня был приказ беречь своих людей. Мне бы голландские матери не простили, если бы, значит, сербы, которые увидели, что мы укрываем боснийских мусульман, они бы начали в нас стрелять. Союз матерей Боснии направил впоследствии уже после войны иск Голландии, по-моему, на $4 миллиона или евро. И я не очень помню, был ли он удовлетворен. По-моему, частично или полностью эту компенсацию заплатили. 8 тысяч убитых,
Людей сгоняли на футбольное поле, их расстреливали, когда кончались пули, их закидывали гранатами, людей хоронили, кого-то пытались тела обливать известью, чтобы они, соответственно, от химического процесса потом разлагались, чтобы скрыть следы преступления. Здесь важно сказать, да, что откуда это стало все известно. Убийцы, они же не просто убийцы, они практически всегда люди психически нездоровые. И кто-то обязательно следы преступлений запишет. Тогда не было еще айфонов, но видеокамеры были. И вот, собственно говоря, одна из таких пленок, которая попала в руки Наташи Кондич, это такая известная журналистка югославская, она была опубликована. Были очевидцы, которые во время массовых расстрелов выжили, они лежали под грудой тела, они потом давали свидетельские показания. Безусловно, югославы после вскрытия вот этого огромного количества убитых сказали, что на самом деле все это было не так, это военные потери или чье-то самоуправство. Ну, то есть попытались, конечно, от этого дела отскочить, что на самом деле там не 8000, а 400 человек, например, а всех остальных свезли из других областей. В общем, в дело вступила военная пропаганда, факт остается фактом, преступление в Сребренице ужасающее. Ну, я вам уже сказал, что до этого хорваты устраивали сербам этнические чистки, потом боснийцы, и сербы отвечали им в ответ. Ну, слушайте, это одно преступление, оно никогда не может оправдывать другое преступление. И, что называется, по фактам, Сребреница — это ужасающее военное преступление. И, собственно говоря, мир понимает, что в Югославии уже конфликт не местечковый. Там преступление вполне себе нацистского характера и по фактам исполнения, и по количеству убитых. И вот летом 1995 года Россия и Соединенные Штаты Америки требуют немедленно остановить войну в Боснии. Ну, мы понимаем, да, что в 1995 году в России творится. В России своя чеченская война, экономика на нулях, грядут выборы 1996 года, в которых Ельцину предстоит вновь избраться. Политический кризис, экономический кризис, внутренняя война, как я вам уже сказал. Но, тем не менее, Россия пытается выступать на международной арене. И вот она в 1995 году обращается вместе с США к воюющим сторонам. Прекратите эту братоубийственную войну. Война, естественно, не останавливается. И вот в тот момент, 14 августа это началось, 14 августа 1995 года, НАТО начинает операцию «Обдуманная сила». Операцию в ответ на вот эту вот резню, которую сербы устроили в Сребренице, в ответ вообще на все, что там происходит, войну пытаются остановить. Здесь следует остановиться на двух эпизодах, прежде чем мы перейдем к операции НАТО. Я вам уже сказал, что сербы занимают господствующие высоты и обстреливают Сараево. И Караджича, главу сербской армии, будут называть военным преступником не только из-за резни в Сребренице, а из-за того, что он развязал снайперскую войну. С господствующих высот снайперы вели обстрел и убивали и солдат боснийцев, и убивали мирное население. Вот эта снайперская война, она, безусловно, будет одним из фактов обвинения. В 1994 году во время одного из минометных обстрелов взрывается мина на рынке Сараева с большим количеством человеческих жертв. Сербы впоследствии будут отрицать, что это они, и непонятно вообще, кто эту мину взорвал. Тогда НАТО впервые говорит о том, что мы начнем военную операцию, если вы не прекратите. Потом случилась еще одна мина на рынке в 1995 году. Сербы опять открестились, сказали, что это не мы взрывали мину на рынке, это она там как-то сама образовалась. В общем, сейчас понятно, что это бездоказательная история. Понятно, что боснийцы считают, что это сербы делали, сербы от этого открещиваются. Ну, это взрыв, гуманитарная катастрофа, Сребреница. Все это сподвигло НАТО к началу операции «Обдуманная сила». В августе начинается натовская операция. НАТО бомбит позиции сербов. Бомбит, НАТО вводит туда достаточное количество самолетов и, в общем, способствует тому, что войска сербов начинают отступать, и Сараево деблокируется. Все это происходит несколько месяцев, и вот 21 декабря 1995 года
подписываются Дейтонские соглашения. На территории Боснии и Герцеговины помимо самолетов уже миротворцы, там войска НАТО, это приблизительно 60 тысяч человек, сербы уже оттеснены, и вот они садятся за стол переговоров. Переговоры заканчиваются мирным соглашением, образованы Федерация Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Территорию поделили, 49% где-то получили сербы, 51% боснийцы и хорваты. Итоги войны ужасающие. По разным данным, 200 тысяч человек приблизительно погибло за все это время, дети, старики, женщины в их числе. Разные организации дают разные цифры, от 20 до 50 тысяч женщин со всех сторон подверглись изнасилованиям. 150 тысяч беженцев сербов. Люди, которые потеряли под угрозой этнических чисток, покинули территорию Боснии и Герцеговины. Вообще общее количество беженцев 2,2 миллиона. Это ужасающая цифра. В самом Сараево во время бомбардировок Сараева, во время осады Сараева погибло около 10 тысяч человек. И в городе все это время жесточайшим образом лютовали вот эти вот боснийские банды, которые продолжили свое существование вплоть уже до начала нулевых. Таким образом, война, одна из самых кровопролитных войн этого периода, закончилась. Но это была не последняя война. Давайте зафиксируем, как это обычно бывает в учебниках по истории. Давайте, значит, галочками пометим основные моменты. Что к 1998 году мы имеем? К 1998 году мы имеем Хорватию как независимое государство. Мы имеем Словению как независимое государство. Мы имеем Македонию как независимое государство, мы имеем Боснию и Герцеговину как независимое государство, и мы имеем Сербию, вместе с которой пока еще Черногория. Зафиксировали. 98 год. Косово. Это достаточно обширный регион. Проживают там косовские сербы и албанцы. Это еще одна нация, которая оказывается втянутой в войну. Исторические противоречия между сербами и албанцами довольно сильны. И начиная с 80-х годов у них там постоянные межнациональные стычки. Назовем это так. Но войны еще никакой нет. Война начинается весной 98 года опять с бытовухи. Опять с бытовухи. Серб убил албанского юношу. Албанцы в этот же момент начинают объединяться. Это ребята горячие. Погуглите, что такое албанские банды в Европе. Это одни из самых серьезных криминальных ребят, которые считаются лучшими убийцами. И они даже работают на итальянскую мафию. Итальянская мафия сама умеет хорошо убивать. Драгhi-то это серьезные парни. Но вот албанцы считаются серьезными убийцами. То есть они умеют воевать, как минимум. Соответственно, албанцы начинают набрасываться на полицейских и пытаться разоружить полицейские участки. Полицейские в ответ стреляют, производят массовые задержания албанцев. И в 1998 году сформируется албанским населением Косово армия освобождения Косово, или АОК. Эта армия освобождения Косово состоит из местного населения, из боевиков, и впоследствии к ним присоединится много кто. От Аль-Каиды до бог знает кого, до маджахедов со всех краев. На территории Косово 22 тысячи югославской армии, то есть по сути сербской армии, и где-то 18 тысяч бойцов МВД. Части армии освобождения Косово в лучшие годы, по разным оценкам, было 1020. Что важно, сербы будут говорить об этом неоднократно, что боевики албанские, они же не просто так появились, их тренировали. И здесь интересно, потому что тренировали их ЦРУшники и тренировали их инструкторы из САС, это элитное подразделение Великобритании. Тренировали они их на территории Албании. Вот где находится Косово и вот где находится Албания, посмотрите на карте. Албанских боевиков подозревали всегда в связи с Аль-Каидой. И, собственно говоря, в этой войне опять очень много интересантов. Боснийские мусульмане, несмотря на подписанный мир, до сих пор испытывают ненависть к сербам. И боснийские мусульмане формируют отряд «Черные лебеди», о котором такой же отряд был в Афганистане, я вам о нем уже рассказывал, но это другие «Черные лебеди», название одно и то же. В него входят афганцы, в него входят саудиты, маджахеды. Это становится таким элитным отрядом армии освобождения Косово. И, собственно говоря, начинается партизанская война. Она идет в лесах, она идет в небольших городах, и затрудняется эта война тем, что не может быть генерального сражения. То есть, когда мы говорим о современных войнах, мы должны понимать, что война идет среди вот такой вот
полумирной жизни. Она идет в городских массивах, она идет в лесах, она идет в предгорьях. То есть нет такого, как в средние века. Вышла армия сербов, вышла армия хорватов. Они раз, кто победил, тот и победил. Нет таких сражений, вся война теперь гибридная. И, собственно говоря, у югославской армии, у сербов война получается хорошо. Они вытесняют части албанцев. Албанцы начинают апеллировать к международному сообществу, потому что как только начинается Косовская война, порядка 200 тысяч албанцев вынуждены свои дома покинуть и уехать. Кто куда может, в основном на территорию Албании, кто-то уезжает на территорию соседней Македонии, потому что там спокойно. ЕС и НАТО начинают давить на Белград. Только что закончилась кровопролитная боснийская война, не прошло и 3 лет, вы опять начинаете какую-то войну. Ну, понятно, что сербы говорят, что подождите, на нашей территории, вот в Косово, там не мы начали войну, мы, собственно, хотим тут порядок навести. И опять, да, сербы вернутся здесь, и до сих пор сербы так считают, что вся эта война и все, о чем сейчас дальше я расскажу, было продиктовано только тем, что Запад хотел Сербию обескровить и, собственно говоря, лишить ее как можно большего количества территорий и вывести вообще из игры на Балканах. 23 сентября 1998 года подписывается меморандум о прекращении боевых действий, так называемое прекращение огня. 15 октября подписывается перемирие в Косово. Война вроде как закончилась. НАТО начинает операцию, которая называется Eagle Eye, Орлиный глаз. Самолеты НАТО патрулируют территорию и смотрят, как стороны конфликта соблюдают это огневое перемирие. Сербы впоследствии не без оснований обвинят НАТО в том, что под видом наблюдений за передислокацией войск они исследовали инфраструктуру Сербии, выявляли точки ПВО, выявляли готовность сербской армии, чтобы потом нанести удар. И, в общем, сербы, конечно, в этом во многом правы. В 1999 году война возобновляется. В Рачине сербы казнят 45 албанцев без суда и следствия. По мнению албанцев, сербы говорят, что они казнили, расстреляли членов этой освободительной армии албанской. И, собственно говоря, в феврале 1999 года возобновляются переговоры. Югославия, армия освобождения Косово, НАТО и Россия. Войну пытаются остановить. В марте НАТО предлагает югославам вывести свои войска с территории Косово. Югославия против, и Россия против, потому что Югославия считает Косово своей территорией, почему мы должны выводить оттуда войска. И тогда, собственно говоря, НАТО начинает печально известную операцию, которая называется «Союзная сила», которая фактически разбомбила Сербию. Операция продолжается с марта по июнь 1999 года. Россия против этой операции. В день бомбардировок Югославии Примаков, тогдашний премьер-министр России, летит на переговоры с американцами в Вашингтон. Узнав об этой бомбардировке, он разворачивает свой самолет. Посмотрите в Гугле знаменитую статью «Разворот Примакова». В качестве протеста по его личной инициативе он разворачивает самолет и на переговоры не летит. НАТО боится начинать сухопутную операцию, и методично начинаются бомбардировки Югославии. Просто чтобы вам было понятно, цифры — это вещь лукавая. Вот я вам цифру назову, например, за 78 дней произошло 35 219 бомбардировок Югославии. Ну, это много или мало? Ну, не знаю. Дайте я вам по-другому скажу. 450 вылетов в день. 450 раз в день НАТО бомбит Югославию. 23 тысячи бомб и 300 ракет, которые были выпущены с кораблей, с самолетов. Уничтожается инфраструктура, и уничтожаются мосты, больницы. В апреле ракета залетает в гражданский поезд, а натовские пилоты говорят: у нас умные ракеты, они вот только по боевым, значит, объектам боевой инфраструктуры, военной инфраструктуры, и только по военным соединениям мы долбим. А как же вы попали в поезд? Ну, мы наводились, и в этот момент поезд быстро очень выехал на мост. Мы же мост хотели взорвать, ну и поезд там взорвали. Собственно говоря, автобус в какой-то момент, в него попадает ракета. Это очень маленькие эпизоды. Посмотрите фотографии этой войны. Сожженный Белград, сожженный Нови Сад. Сербию, Югославию растерзали. Вот, растерзали, противостоять она не может. Да, ПВО сбит самолет-невидимка F-117. Это был большой такой
пропагандистский эффект от этого. Самолет-невидимка тогда был суперсовременным вооружением, мы его, значит, простые советское еще ПВО сбило. Вот. Но это ничто, потому что не может югославская авиация и не может югославское ПВО противостоять, их бомбят коврово совершенно, и их бомбят совершенно безнаказанно. К 3 июня Слободан Милошевич соглашается на мир. Он соглашается на мир, война ставится на паузу. Для чего? Для того, чтобы НАТО начало сухопутную операцию. НАТО готовится со всех соседних стран на территорию Косово вводить войска. И, собственно говоря, 11 июня происходит еще один эпизод, который в основном известен в России, ну и в Сербии, безусловно. Это бросок на Приштину. Россия понимает, что НАТО сейчас будет заводить войска, и десантники, российские десантники совершают бросок 600 километров, занимают аэропорт Приштину. И когда туда заходят английские части, наши ставят там бронетранспортеры, вертолеты не могут садиться и осуществлять выгрузку. Когда приходят уже пешей силой британцы, наши, взведя гранатометы на боевое положение, наставляют их на англичан. И, собственно, там известная идеология, когда английский генерал Джексон говорит, что освободите аэропорт для захода натовских сил. На что русский человек с гранатометом говорит: отойди, завалю тебя сейчас. Интересное свидетельство Джеймса Бланта, это такой певец английский, которого вы наверняка слышали. Он служит в этот момент в натовском контингенте, в английском контингенте войск НАТО. И он говорит, что русские были вообще очень решительно настроены. И если бы даже мне отдали приказ штурмовать аэропорт, ни я, ни мои товарищи бы этого никогда не сделали, потому что, Третья мировая война начнется. И в тот момент, слава богу, этого столкновения не произошло, и Третьей мировой войны тоже не произошло. 12 апреля Милошевич сделал последнюю такую уже отчаянную попытку спасти себя в первую очередь, но и спасти, конечно, Югославию. Он обращается с просьбой о присоединении к союзному договору России и Белоруссии. И президент России Борис Ельцин эту инициативу блокирует. Милошевич становится с НАТО 1 на 1. Здесь я хочу сделать небольшую сноску. Я вам уже рассказывал о республике Сербская Краина, которая была в Хорватии, и о республике Сербской, которая была в Боснии и Герцеговине. Милошевичу сами сербы будут часто предъявлять претензии, что когда Дейтонские соглашения были подписаны, хорватские соглашения, чтобы сохранить личную власть, он сдал сербов сначала в Хорватии, Сербская Краина была ликвидирована, а потом пытался это же исполнить с Республикой Сербской. Но там это у него удалось не совсем. Но в любом случае понятно, что Милошевич основные обвинения получит за то, что он все эти боевые операции санкционировал. Он был человеком авторитарным и, собственно говоря, он ответственен за эту войну. Хотя Милошевич в ответ будет говорить: слушайте, я защищал целостность страны так, как я ее понимал. Вот так я действовал в Хорватии, вот так я действовал в Боснии, а вот так я действовал в Косово, который вообще территория Югославии. В общем, война закончится. Для Милошевича она закончится совсем ужасно. В 2000 году произойдут очередные выборы на территории Югославии, и Милошевич эти выборы проиграет. Он с этим не согласится, он и его сторонники попытаются удержаться у власти, и произойдет знаменитая бульдозерная революция, да, когда он пытался собрать части верных ему войск, но горожане там бульдозерами перегораживали улицы и входы в казармы. И, собственно говоря, в 2001 году на собственной вилле Милошевича схватят и передадут в руки Гаагского трибунала. К Гаагскому трибуналу мы еще вернемся. Я вам обещал про Македонию вспомнить, которая бескровно отделилась. Что произошло? Конфликт в Косово закончился, как я вам уже сказал. Многочисленная албанская диаспора во время войны в Косово мигрировала на территорию Македонии. Что албанцы делают на территории Македонии? На территории Македонии албанцы пытаются сделать такую же армию, как в Косово. Там была армия освобождения Косово, а здесь она будет называться армия освобождения Македонии. То есть мы компактно проживаем на этой территории и хотим независимости от Македонии, чтобы это была наш албанский анклав. И начинается опять партизанская война, опять бандформирования там появляются. Продолжается это с января по октябрь 2001 года. Тут уже НАТО выступает на стороне Македонии.
вводит туда войска, и албанцев быстро разоружили. То есть там кровопролития не получилось. Таким образом, вот в 2001 году закончилась Югославская гражданская война, как ее одни историографы называют, другие называют войной на Балканах. В результате получилось несколько независимых государств. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Косово с до сих пор полуопределенным статусом, Македония и Черногория, которая все это время была вместе с Югославией, вместе с Сербией. В 2006 году она объявила о своей независимости. Таким образом, вот была Югославия, вот такое количество государств образовалось. Теперь давайте поговорим о Гаагском трибунале. Милошевича схватили и дальше начали вылавливать всех преступников с разных сторон, потому что военные преступления совершали все. Сербы, боснийцы, хорваты, албанцы и даже македонцы. И всех их начали ловить. О самом процессе я долго рассказывать не буду. Слободан Милошевич до процесса не доживет, он умрет в тюрьме. Радован Караджич будет осужден, еще многие были осуждены. Ну вот смотрите, какая история. Всего осуждены в рамках трибунала 102 человека серба и 38 хорватов. 60% военного, гражданского, дипломатического, полицейского руководства Югославии оказались на скамье подсудимых. Здесь есть момент, о котором сербы очень хорошо помнят, и момент, который, в общем, не был никоим образом в рамках этого трибунала он поднимался, но пытались осудить одного врача и, по-моему, 2 перевозчиков. Во время войны в Косово началась жесточайшая торговля органами. У сербов вырезали почки, печень, сердце и продавали донорам в Израиль, в Турцию, ну, где были заказы, там продавали. Операция по незаконной трансплантации стоила от 30 до 40 тысяч долларов, стоил человеческий орган. И это было поставлено, в общем, на поток. Что я называю потоком, это не единичные случаи. Это десятки, а возможно и сотни нелегальных трансплантаций. Да, я не буду сейчас говорить о документах, которые вы все можете посмотреть, в каком состоянии были жертвы, когда у них вырезали, были ли они живые или были они мертвые. Но, в общем, это сейчас не важно, потому что дальше это все, вот это закошмаривать я вас не хочу. Но этот эпизод войны страшнейший. И, собственно говоря, за него никого практически не осудили. Вот таким образом я рассказал вам о том, что было на Балканах. Жесточайшая война с огромным количеством преступлений. Война, в которой вчерашние соседи убивали друг друга, насиловали друг друга, пытали друг друга без всяких вообще каких-то угрызений совести и без всяких, что называется, колебаний. Война закончилась, она разделила Югославию на вот такое количество стран, о которых я вам уже сказал. Собственно говоря, некоторые из этих стран стали членами Евросоюза. Сербия осталась страной, тяготеющей к России. Ну, в общем, вот на месте Югославии, которая была в течение многих лет была попыткой скрепить вот такой разный этнический состав, в итоге она развалилась кроваво. И, собственно говоря, люди, ответственные за эту бойню, в большинстве своем, все-таки будем говорить, в большинстве своем, понесли заслуженное наказание, оказались на скамье подсудимых. Много будут говорить о том, что Гаагский трибунал не давал стране, не давал обвиняемым защищаться, не принимались следствием документы о вопиющих нарушениях со стороны и хорватов, и боснийцев, и албанцев. Но процесс в предвзятости обвинили многие, и не только сербы. И западные журналисты говорили, что процесс предвзят. Но, тем не менее, каждый раз, когда появлялось слово «процесс предвзят», выходила, например, прокурор Карла Дель Понте и говорила: резня в Сребренице, 8 тысяч трупов. Будем обсуждать предвзятость? Ну, наверное, не будем. И так далее. Вот такая вот жирная и кровавая точка произошла в истории Югославии. И было это, ребят, практически вчера. Я хочу сказать спасибо за то
каким образом вырос канал. Мы за март приобрели 20% роста. И тамплиеры 1 200 000, масоны 1 400 000. И Карибский кризис там уже под 600 тысяч, Берлинская стена под 300 тысяч. Ребят, спасибо, что вы смотрите нас. Нам довольно тяжело, у нас сейчас практически нет рекламы, но мы стоим, мы держимся и будем держаться дальше и работать, чтобы вам было интереснее изучать историю и слушать вот такие вот исторические видеоуроки. Спасибо вам. Берегите себя.